Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем подсказки карт для вашего знака зодиака. И, конечно, будем реалистами, поскольку общий прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И, может быть, вы сумеете, благодаря размышлениям и образом карт, какую-то ситуацию просчитать на пару шагов вперед или допустить как раз альтернативные варианты развития событий. Табу не ставить для вас, мои дорогие козероги, будет вообще очень важно. Помните, что переход уже состоялся Плутона из вашего знака в знак Водолея. И вообще это само по себе событие перехода, это как эпоха Водолея начинается. И здесь самое главное перед собой не ставить каких-то шаблонов. Я бы сказала, это единственная, наверное, преграда для вашего знака зодиака, потому что долгое пребывание Плутона как раз в вашем знаке могло создать, знаете, какую-то, вот такую пятерку кубков, когда мы сидим и горюем, какая-то система, структура может изменяться, правила какие-то меняются, а мы привыкли действовать по-прежнему, а нам карта говорит, да это вообще ничего, это пустяк, вот это мелкая карта. И у нас, кстати, почему я про структуру заговорила, или про какой-то наш порядок, уклад, традицию, что угодно, у нас иерофант сидит, горюет, потому что, надо же, 2 кубка разлилось, да и ладно, 3 еще полных, его как будто утешают и говорят, посмотри на те, которые полны. И это вообще не стоит по этому поводу горевать. Это, знаете, какая-то апатия, не знаю почему. Или я встал не с той ноги. Вот такое у меня настроение. Или какой-то глубокий анализ прежней ситуации. Нам карта говорит, да все, это уже прошедшие этапы, идем дальше. Вот так. И если мы говорим про наш второй прогноз, главные 2 вопроса. Неожиданности, что важно знать. И первые 2 карты мы как раз в тон вопросам достанем и уточним у карт, каково же будет либо настроение, либо что у вас в приоритете на неделю. Иными словами, что важно знать для вас, мои дорогие козероги. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? И посмотрим энергии, дела, работа, бизнес. Денежную энергетику на эту неделю и личную жизнь. Итак, для козерогов, что важно знать? Решение какое-то, новость, возможность. Выход из лабиринта. Это туз мечей, я так называю эту карту. Это когда, может быть, знаете, было какое-то перепутье. Или была как развилка судьбы. Или когда мы не могли принять какое-то важное решение. А вот на этой неделе вы будете, мои дорогие козероги, знать точно, куда я в каком направлении двигаюсь. Или что для меня важно. Или от чего я откажусь. Чего я не буду делать, точно знаю. Или чего в моей жизни не будет, я буду исключать. По этой карте может быть такая, знаете, своеобразная, как чистка окружения. По этой карте может быть буквально чистка нашего пространства. Я принимаю, к примеру, такое решение, что я меняю пространство. И правда это работает, а пространство тогда меняет нас. Или просто сама какая-то новость, которая перед вами открывает перспективы. У кого-то это получение долгожданного документа или новой какой-то возможности. Но вот есть что-то такое, что очень важное. Может быть, это где-то, знаете, оно такое нетрадиционное, правда, что-то будет. Потому что у нас мечи, меч, он такой колкий все-таки, и не совсем мягкие энергии, но как будто мы можем и отказаться от чего-то. Вы, мои дорогие, и это будет жизненно важно, необходимо. Всегда предшествует, если мы говорим, туз мечей, это один меч, и ему предшествуют 2 меча, если по убывающему мы нумерологию рассматриваем, а 2 мечей это как раз какая-то развилка судьбы или патовая ситуация, когда мы долгое время искали какое-то решение. Вот что-то такое вы можете получить. Или документ вот важный. У кого-то может быть связанный с судебным решением, все же мечи.
Чего не избежать? Любви, мои дорогие козероги. Правда, двойка кубков нам про любовь. И если мы рассматриваем в неожиданностях, ну, по крайней мере, я предполагаю по этой позиции неожиданности, которые сваливаются над голову как обстоятельства непреодолимой силы, то у вас любовь может свалиться на голову. Ну, иносказательно, конечно, и я это с шуткой говорю, но тем не менее, что выпало, то выпало. Но правда, какая-то ваша личная история может получить продолжение и может быть в новом формате. Для вас это может быть предложение, может быть с поездкой куда-то или переехать куда-либо. Может быть, вы в вашей паре, в вашей даже отчасти семье можете прийти к выводу, что мы меняем жизнь, мы меняем дислокацию, и такие могут быть решения. Вообще, может быть, как вы пошли что-то согласовывать действительно к чиновникам, и вам вот та самая дипломатия будет помогать. Или все же по двойке кубков, знаете, как неожиданность, люди будут настроены вас слушать, с вами договариваться. Или прослушать какую-то вашу, может быть, историю, если вы обращаетесь к кому-то за помощью. Ну, понятно, что это не рассказ в целую жизнь, но когда мы можем, по крайней мере, у нас есть время, не всегда такое случается. Часто бывает, заходишь, ну, даже к чиновникам, два слова надо успеть за 3 секунды сказать и вложить много смысла, а здесь нет, что-то можем пояснить. То есть какая-то дипломатия, лояльность, нам это и помогает, и в неожиданностях даже те люди, которые не сговорчивые, мы можем с ними какого-то консенсуса достичь. Или, мои дорогие козероги, вы можете с кем-то помириться. И даже если, к примеру, были вот эти такие колкие отношения с руководителем или с людьми, которые даже вам, может быть, не очень приятны, но вы понимаете, что ну, меня с ними судьба столкнет, и мне нужно будет как-то дальше продолжать общение или как-то сказать «здравствуйте», например, да? Не всегда это легко сделать, если прежде был какой-то конфликт. Но вот есть возможность сгладить этот как конфликт, как какие-то острые углы найти взаимопонимание. Может быть, ситуация такая сложится, что как раз вы как будто более сильную себе позицию сможете заработать. Чему сейчас не время? Но не время поспешности, не думать, что вы с каким-то делом быстро управитесь. Поэтому не давайте таких обещаний, что я сейчас мигом или быстро сделаю какой-нибудь отчет. Может быть, нет смысла, знаете как будто вам может прийти какое-то предложение, допустим, да, и вы вот так вот с места в карьер, не успев додумать, соглашаетесь на что-то. Значит, нужно просчитать, что-то нужно проанализировать. Не делать чего-то наспех. Вот этому не время. А что же вам будет помогать? Прощание с прошлым. Вот это тот Плутон, о котором мы говорили еще до карт. Это 13-й старший аркан. Будет помогать трансформация, переход от прошлого к будущему. И надо сказать, я часто привожу этот пример по 13-му аркану. Это как вот мы посадили зернышко в землю. И прежде чем маленький росток сумеет сквозь твердую оболочку пробиться к солнцу, он должен проделать как минимум 2 пути или два этапа, что ли. Первый – это когда разрушается эта твердая оболочка, и это как раз и символизирует 13-й аркан. Мы какое-то время привыкли жить, именно привыкли жить в каких-то рамках, в каких-то, ну, может быть, таких отягощенных обстоятельствах. И мы успели даже как-то смириться с этим. И вот эта привычка к этим рамкам, она уже успела повлиять на наш ход мыслей. И теперь, когда эта оболочка, словно твердая, вот как по зернышку, да, мы говорим, разрушается, у нас может быть в душевный какой-то диссонанс. Мы ведь привыкли, а теперь этого нет. И мы чувствуем состояние невесомости, но это совершенно необходимо, чтобы маленький росток пробился к солнцу. И второй этап. Мы проходим сквозь, вот как тот росток. Прежде чем он достигнет поверхности, нужно пробиться сквозь темную землю. И для нас как будто придется пройти какой-то путь
какое-то дело совершить в одиночку и надеяться на самих себя. И вот эта темнота, или как вам придется исследовать непознанную землю без карты, но это опять же совершенно необходимо для того, чтобы как совершить эту трансформацию, так и пробиться к солнцу. И это все вам помогает. Вы люди очень сильные, вы люди волевые. Вы умеете себя где-то соединить, желание и силу воли. И именно вот эти два качества, они для вас в 2024 году и на последующие 20 лет будут творить чудеса. Вот поэтому вот эта трансформация вам помогает. Что скрыто? У вас старшие арканы, посмотрите, какие серьезные. Действительно, прошлое уходит от вас. Не удерживайте, идите вперед. И я сказала пройти в одиночку. Выпадает аркан «Отшельник». Он идет один. Он именно имеет свою идею. Может быть, это какой-то, знаете, очень какой-то важный смысл, которому вы придаете духовное значение. Или это как цель чего-то достичь. И когда, правда, рассчитываем на самого себя и морально уже готовы к тому, что этот путь не будет по какому-то шаблону. Вот как раз по шаблону не действует отшельник. И я люблю эту карту за то, что никто не мешает, вам никто не помешает совершить вот этот переход, вот эту трансформацию, осуществить задуманное, почувствовать новый вкус к жизни, мои дорогие, построить новое качество жизни. Но просто нужно двигаться, идти. И каков бы ни был, может быть, темный путь, вот обратите внимание, темноватый путь, но у отшельника всегда есть фонарь. Так вот, фонарь – это прообраз интуиции, мои дорогие. Если мы переложим вот это слово, да, значение, интуиция, что это такое? Это не есть что-то такое непонятное. Тут как раз все, опять же, конкретное, потому что интуиция – не что иное, как сочетание опыта и нашего интеллекта. Опыт нам дает возможность не повторить какую-то ошибку, а интеллект как раз просчитать что-то наперед. Вот эти все качества вам помогают. Здесь скорее вы, вот что скрыто, вам нужно быть очень осторожными вот на этом пути. Не рисковать собой, не делать больше одного шага за раз. Вот по этим двум картам есть такое значение. Быть, может быть, и аккуратному в общении с людьми, когда вы еще не знаете, как поведет себя человек, особенно, может быть, с новыми знакомствами. Вы не знаете, какая ситуация сложится наперед. Вот искусство мелких шагов, как у древних китайцев, вам точно помогает. И если мы говорим, что скрыто, не рассказывайте о себе много. Не рассказывайте о своей жизни. Вы можете быть в центре внимания. Может быть, людям будет любопытно о вас узнать. Это правда, потому что вы люди сильные. Может быть, у кого-то зависть будет. Почему нет? Будут думать, надо же, вот ничего с ним не происходит. Или она, вот всегда с колен поднимается. Мне казалось, такая вот уже ситуация патовая, а она возьми да выкрутись. Вот понимаете, люди не видят ваших тягостных состояний или ваших внутренних диалогов, или ваших сложностей в жизни. Они видят только внешнюю оболочку и могут поинтересоваться, выспрашивать что-то о вас. Храните молчание. Это вы должны быть где-то скрытными. Дела, работа, бизнес. Тут дважды это вот все то, что я сейчас говорила, потому что мы исследуем непознанную Землю без карты, и карта Луна – это 1000 неопределенностей. Может быть, как раз Луна и говорит по делам, по работе, по бизнесу, по документам, может быть, где-то с подсмыслом денег вы будете принимать важные решения и что-то оформлять. Но по карте Луна, правда, не допустить какую-то оплошность. Мы пока не можем что-то просчитать на долгий период времени. Мы можем предполагать. Поэтому у вас серьезные арканы выпадают, но это прощание с прошлым в целом. И поскольку с прошлым простились, а будущее, оно как будто еще не сумело оформиться, оно еще не выстроилось в какую-то логическую последовательность. Поэтому и вам нужно быть очень осторожному, чтобы воспринимать то, что происходит вокруг вас, чтобы уметь услышать, что говорят люди, соединить это все воедино
и для себя как-то вот, может быть, и придется, кстати, манипулировать действительно по аркану Луна, чтобы ну, какую-то возможность как и не упустить, так и где-то не оступиться. Нам не говорят по аркану Луна, что это что-то будет, ну, глобально нехорошее, нет. Нам просто говорят про неожиданности, когда мы что-то не можем распланировать наперед. Финансы. У вас на кону стоит, посмотрите, карта императрица. У вас новое качество жизни. Вот все то, что мы начали, наверное, еще до карт. Вот с той пятерки кубков, когда Иерофант сидит пригорюнившись. Правда, у вас, ну, вообще прекрасные возможности, мои дорогие козероги. И, наверное, каждый день как будто нужно провести так, словно он последний. Не упустить какой-то важный момент. Мы не знаем, когда к нам приходят эти возможности, или когда перед нами, словно Вселенная, открывает двери и сталкивает нас с нужными людьми. Или когда у нас максимально продуктивное какое-то время получается. И на деньги, безусловно, карта императрица шикарный аркан. Деньги есть, деньги будут. Это прогресс, это карта власти. Но власти добрые. Вот, кстати, через эти добрые энергии, дипломатию вы решите очень много вопросов. Может быть, для того, чтобы, словно, знаете, эти энергии заработали, вам нужно просто улыбнуться, мои дорогие, правда? Входя в кабинет чиновнику, входя в кабинет руководителю, или если вы контактируете с человеком, который вам нужен, улыбнитесь. Это сразу располагает, поверьте, на 90% к вам людей. В вашу сторону будет больше дружелюбия, больше взаимопонимания. У кого-то из вас, мои дорогие девочки, хоть и выпадает этот аркан на деньги, но все-таки карта императрицы – это всесторонне положительная карта. У кого-то может быть вот финансовая ситуация, когда я узнаю на неделе, что я жду ребенка, и теперь в связи с этим я буду просчитывать что-то. Для кого-то из вас это помощь еще человека, может быть, важной женщины в вашей жизни. Или для кого-то еще семейная история. Ну вот настолько положительная и благоприятная карта, как и на наше благополучие, так и на личную жизнь. И здесь еще с двойкой кубков. Ну, мои дорогие, не пропустите и личную, как будто историю какую-то. Прекрасный, удивительный период жизни. Но будьте внимательны и осторожны. Личная жизнь. Вот в самом начале мы говорили, что есть какая-то развилка судьбы. Это та ситуация, когда было два меча, но мы принимаем решение, находим выход из лабиринта, и теперь мы точно знаем, что мы будем делать. Вот все карты, они взаимосвязаны. И поэтому нам говорят о том, что выбор какой-то вы точно будете делать. У кого-то по личной жизни, у кого-то по каким-то серьезным вопросам, которые касаются вас лично. У кого-то это будут связаны с оформлением документов, у кого-то с перспективой на последующий период времени. У кого-то, мои дорогие девочки, правда, вы узнаете, что я беременна, и какое-то решение возможно. Может быть, вот это известие кого-то застанет врасплох, и вам придется думать, что дальше, потому что могли быть планы совсем другие. Но вот будьте внимательны и аккуратны со своими решениями. Я бы сказала так, тут как будто перемены очень серьезные, и которые потребуют как где-то и работы вашего интеллекта, если мы говорим про интуицию, прежних, как будто опыт отрицательный мы не должны повторить. И есть какие-то размышления, и значит, вот этот самый вывод, он приходит или стоит у вас на пороге. Что-то вы для себя должны однозначно решить и продолжить уже путь в очень каком-то правильном фарватере. Это как будто совершенно необходимо, чтобы получить совершенно иное качество жизни. Лояльность к миру, дружелюбие, дипломатия и ваши улыбки будут вам помогать в течение 20 лет не создать каких-то сложных ситуаций искусственно, так и разобраться даже с теми какими-то перипетиями, когда множество острых углов, или когда просто вам нужно с кем-то договориться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.